Ломомба матата, что в переводе с южно-суданского наречия должно было означать «добрый день, здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, другие подруги». Как бритье по-африкански я не знаю, но вот узнаете, это с той самой африканской распаковочки, откуда и чаша, отсюда же вот эта вот чудная великолепная накидочка от Самвела, но не мог удержаться, чтобы вас не порадовать. В конце концов, когда еще простой сибирский мужик сможет походить в африканском прикиде? Ну на Новый год понятно. На 1 сентября не оденешь, на 23 февраля, не патриотично. А так со своими выйти, поржать, типа вот. Рожей не вышел, конечно, да, мне потемнее маленько, но все исправится. К нашим баранам. Но сегодня необычное бритье. Будем продолжать наше знакомство с линейкой Варисина, которая у нас есть в виде мыла и автошея благодаря Шабалину Алексею и его группе ВКонтактах. Сегодня пройдут последние испытания еще одной линейки мыла 70 Anniversary и еще один станок от Яков, с которым мы с вами уже знакомились. Вы сейчас пойдете на крупный план, посмотрите на это более подробно. Я начинаю готовиться, и догоняйте. Лезвие Ли сегодня еще будет на обзоре. То одно из тех, которые вы просили. Ребята, там напомните, если какие-то лезвия еще хотите посмотреть, мало ли. Вдруг я подзабыл что-то, у меня там одна пачка чего-то осталась. И давайте бриться. Догоняйте. В самом начале хотел бы сказать Ине спасибо огромное за то, что она не забывает наши прекрасные половинки и делает мыло не только для нас, мужиков, но еще и я не знаю, для женщин, для детей, что ли. Обратите внимание на такую маленькую косточку. Она как и подарок может быть, она как и для милых дам что-то там свое делать, мыло специальное. Для детей то же самое. Ребята, если бы вы знали, как оно пахнет. Оно замечательно пахнет. Вот именно детский, ничем не запятнанный, не порочный, какой-то яркий, звонкий запах. Просто класс. Моя Лариска это выщелкнула на раз-два. Она тут же забрала мыло и говорит: так, Иванов, быстро снимай обзоры, и все, я у тебя его забрала. Вот за это я хотел бы Ине сказать спасибо. Инна, спасибо огромное. Вот такие вещи, которые для нас ничего не значат, но значат так много. Спасибо. Сегодня на обзоре будет еще один станок от компании Яки. Мы с вами уже, коробочку вы видели уже такую, и упаковку тоже. Ничего такого какого-то, сногсшибательского здесь нет. Мы с вами уже знакомились с этим станком, но только у нас была черная версия. Это два варианта одного и того же продукта, или это что-то разное, это мы сейчас с вами узнаем. Пока же этот, который оставил у меня очень-очень-очень приятные впечатления, я убираю его в сторону. Впечатления были настолько приятные, что я, пожалуй, его оставлю себе на постоянку, не буду никому отдавать. А этот сегодня пойдет на обзор, а после обзора уедет в Украину хлопцам, и они посмотрят, заценят и скажут свое слово, что они об этом думают. Вес станка 94 грамма, как и его старшего брата 93, черного цвета. Станок трехсоставной, ручка, нижняя плита, верхняя плита. Диаметр ручки по минимуму 10 мм, по максимуму 12. Длина ручки 91 мм, длина головы 41 мм, ширина 24,5. Общее впечатление приятное, качество обработки такое, что заусенок или каких-то раковин вы не увидите, каких-то бугристостей или таких чешуек, которые, так продавил или карабнул, она хлоп и эмаль уже слетела, тоже нет. То есть качество покрытия хорошо воспринимается. Как это будет в будущем, пока трудно сказать, но на данный момент очень приятное впечатление. Внутри желтая, латунь. На бронзу не тянет, слишком в красный цвет уходит. Конструкция полностью один в один повторяет черную версию. Нижняя плита. Изнутри та же самая 89-я голова, как и снаружи.
Верхняя плита. Дикьяки. Давайте сразу поставим лезвие. Сегодня будет два. Ли, который вы просили, это будет основной претендент. И если, не дай боже, что там как-то пойдет и не так, то Трит Platinum на замену. Трит Platinum по последнему обзору мне очень понравился. И настолько понравился, что я его даже вот так вот на замену мог бы взять. И я думаю, что все было бы хорошо. Ни клея, ничего вообще нет. No name. Резьба идет как по накатанной, без такого дополнительного натяга. Дошел, провернул где-то миллиметр полтора, встал, все. Вроде бы равномерно все. Помазок сегодня от компании DS Cosmetics, синтетика. Пока история, к сожалению, повторяется. Как одна коробка у меня развалилась от DS Cosmetics, что-то похожее происходит и с этой коробкой. С одной стороны, конечно, забей Карл, но с другой стороны, что-то как-то, знаете, ну вот ложки нашлись. А вот осадочек остался, вот типа такого. На скорость не влияет. Ну, хотелось бы что-то такое в руках держать, которое у тебя не разваливается. Извините, что я с этим сравниваю, но это, на мой взгляд, несмотря на то, что здесь нет картинок, все-таки две полярности одного и того же вопроса. Ни одной картинки, ни одной краски, за исключением, вот знаете, тут иногда желтенькая там или красная ставит печать. Но тем не менее, качество коробки, оно... Ну, по-другому совсем, разительно отличается. Вот это мне больше нравится. Сам повозок, синтетика. Синтетика с окрасом под барсучка. Сделано, посмотрите, как интересно. Переход вот этот вот плавненький такой, без всякого фанатизма, нет прямой четкой линии. А вот такие вот переходы все-таки задуманы. Некоторые волоски все-таки выпирают по краям. Будет ли сказываться это на работе, мы узнаем совсем скоро. Здесь та самая волнистая фибра, которую нам компания показала с самого начала во всех своих помазках. А вверху мягенький колоночек. Но не такой, как волосы ангела. Где-то, наверное, посередине между обычными и волосами ангела вот от компании Fine. Что-то вот такое есть. Почему я все время говорю за компанию Fine? Потому что это самый нежный, самый мягкий, который я видел. За исключением, может быть, дорожной фибры от Мюлле. Вот там, но там другое качество, там совсем по-другому, поэтому вот как-то так даже и не скажешь. Что же он из себя представляет? Вес 53 грамма, диаметр узла 21,5 миллиметров. Значит, внутри, скорее всего, 20. Высота ручки 46 миллиметров, высота узла 57. Ручка открашена под слоновый рог и, конечно же, скорее всего, акриловая, потому что настоящий слоновый рог вряд ли бы здесь был. Да, это и заметно, что все-таки это пластик. Есть надпись Shaving Brush и что-то по-китайскому. Форма ручки мне такая нравится. Несмотря на то, что здесь вот этот вот резкий переход, тем не менее в пальцевом хвате это всегда было удобно, всегда было хорошо. Будут ли уставать пальцы во время работы и вообще как удобно будет, это мы с вами посмотрим чуть позже. А пока общее впечатление от помазка приятное. Будем поглядеть. И автошейв, и мыло сегодня будет от итальянской компании Сапоника Варесина. За произношение, ребята, не ручаюсь, да и не пытаюсь. Я просто произношу по-русски как-то так. В любом случае, я уверен, что вы поняли, о чем речь. Мыло сегодня будет 70th Anniversary, юбилейное.
Компания работает на рынке вот этих вот всяких вот интересных штуков для бритья 43-го года. И, насколько я понимаю, 5 лет назад у них было свое 70-летие, и к этому 70-летию они выпустили вот эту вот линейку. Часть этого сегодня пойдет на обзор. Так, а где тут баночка? Сейчас. А, вот она где. А все остальное поедет хлопцам на Украину, Стасу и Александру, дабы они тоже сделали обзор. Ох, ребята, пахнет. Пахнет, конечно же, вкусно. Так, какой тут поменьше? Ну, давайте вот этот, наверное, маленький мы с вами заберем. Я думаю, на побриться нам с вами его более чем хватит. А это запакуем и уберем в сторонку. Мыло не то чтобы твердое, но вот сейчас в руках я могу его размять, и оно просто и все, и развалится. А вот когда оно в общей массе, то оно на крем мыло точно не похоже, и структура у него ближе к твердой. Но не такая каменная, как у Williams. Вот это я хотел сказать. Чаша, в которой мы будем сегодня взбивать, это та самая африканская чаша, которую прислал мне сам Well. Посмотрите, как она разительно изменилась по сравнению с предыдущим обзором. Первоначальный вид был какой-то вот такой вот, помните, да? Но еще как я стал взбивать пену в ней, я увидел, что коричневые разводы пошли. Мне это не понравилось. Стал ее отмывать и вот привел ее в первозданный вид. Не скажу, что внешний вид мне как-то стал нравиться больше, но то, что мне точно стало нравиться больше, так это то, что с нее всякая фигня сейчас не лезет. И я спокойно могу с этой чашей работать. Это, во-первых, ребята. Во-вторых, как она офигительно держит запах. Вот это дерево, вот ты поработал с мылом, а потом просто вот это у тебя вот все работает как ароматическая какая-то лампа, потому что дерево впитывает этот аромат и постепенно его отдает уже со своей теплотой, прям по кайфу, по кайфу. Давайте вот так вот его тут приспособим маленечко, вот так вот. Тырц. Все. Оно готово к работе, вот так его оставим, потом водички сюда брызнем и ура-ура, вперед-вперед, по мазки наголо. Вот такая чаша. Ой, Самуил, сколько раз в руки беру, каждый раз хочу тебе спасибо сказать. Спасибо тебе вот за эту красоту. Ну, повторюсь, Aftershave 70 Universalis. Еще не нюхал, ну, наверху понюхаем вместе. Вот, парни, хочу вас познакомить еще с одним таким ярким, бордового цвета или какой-то такой вот прям, ну, интересный, приятный представитель сегодняшнего обзора. Это полотенце, которое прислал Владислав Колосов. Несколько дней назад он в контактах написал, говорит: Вадим, дай-ка адресок, я тебе правильное полотенце пришлю для этого, для компресса. Ну вот, то, что мы с вами вот сейчас видим. Я вначале по простоте душевной думал, что это что-то такое специальное, что идет специально для бритья. А потом, когда распечатал, увидел вот это вот не только размеры, но само качество, ну в смысле как структуру, плюс вот эта вот этикетка, на которой написано, что это донецкий комбинат, что все это сделано. И при всем при том, Владислав говорил, что я тебе правильное пришлю. И я таки думаю, что он имел в виду то, что он его уже пробовал, оно ему понравилось, и вот именно поэтому он его прислал. Так ли это, сегодня будем проверять, ребята, но вот на ощупь вам могу сказать, что ну, очень приятное, мягкое лицо, шкурку, господи, кожу драть не будет. И если вдруг сегодня это точно так же отлично отработает, как отработало для Владислава, это говорит о чем? Многие люди, которые, вот, допустим, не хотят заморачиваться там, с покупкой чего-то специального, могут вот брать вот такие тоже вещи и вполне себе использовать. Ну, пока это только догадки, давайте попробуем, а потом уже будем об этом разговаривать. Все, что, сидим, пошли бриться. Помазок, в принципе, для такой-то чаши должен подойти. Как на самом деле это получится, мы совсем скоро узнаем. Ну а пока помазок один раз подготовленный, сбитый, промытый. Для синтетики это вовсе не обязательное условие, но все-таки я рекомендую это сделать, потому что вы как минимум помоете этот помазок. Я его уже помыл. Что до варисина 70 Universari, вот так как мы его на крупном плане прилепили, сейчас я вот, наверное, знаете, что, вот так вот чуть-чуть его просто водичкой сбрызну. Даже, наверное, вот так я сбрызну, а потом ее вылью, чтобы было мокренько. Еще раз намочу помазок, стряхну с него воду.
Практически сухой помазок, без фанатизма, без выжимания воды. Там вот видите какой-то легкий децл. И начинаем работать. Ручка удобная. Само ощущение от того, как вот узел работает в чаше, пока в принципе нормальные. Но я бы не сказал, что что-то особо выдающееся. И экстраординарного я тоже ничего не вижу. Хобот, господи, стержень. Стержень, если он там и есть, в наборе пены, он вообще никак не мешает. Ну вот, появились первые плоды. Мыло не перелили. Ту стратегию, как вот я убивал первый раз варисина, пацаны в комментариях одобрили, сказали, верной дорогой идете, товарищ, все правильно. И как видите, в этот раз это сработало точно так же. Вот он яркий пример работы средней чаши. По идее, мы сейчас имеем загруженный помазок, у нас некоторое количество пены в самой чаше. И в принципе-то вот это вот более чем для бритья. Вот я так думаю, как это будет на самом деле. Давайте сейчас посмотрим. Убираю это в сторону и напоминаю. У нас сегодня на компресс, смотрите, что это от Владислава. Вот узнаем, может ли обычное, но хорошее полотенце заменить специальное для бритья. Будем посмотреть. Кстати, по фактуре они примерно схожи. То есть здесь махрушка, здесь мохнатушка. Вот сейчас вот и посмотрим. Это же я все-таки оставлю. Оно будет для... Ну, короче, скорая помощь. Вот надо, а вот оно есть. А это пошел гриль. Владислав, держи 5. Я прекрасно понимаю, что это не что-то специализированное для бритья. А с другой стороны, кто может сказать, вот это специализированное, вот это нет. Одно я знаю точно. Вот то полотенце, которое ты прислал, оно безбожно линяет. Водичку уже видели. Это к тому, что безраздумно не кидайтесь, ребята. Как лучше всего, если вы все-таки возьмете его, простернете перед этим. А в другое, это вот просто... Я в нем отдыхал. Вот просто реально отдыхал. Это лишний раз подтверждает то, что, ребят, если найдите дома нормальное полотенце, вам его вот так за глаза хватит. Я не стал фанатизмом, вот на весь этот объем 45 секунд, ну, естественно, тарелка там была, потому что микроволновка не терпит пустого объема. Чем меньше у вас там чего-то там, и вы включаете, тем быстрее вы ее грохнете. Поэтому вот 45 секунд, я балдел. У меня везде все. Вот тут половину отрезать, и этого еще много. Половину отрезать еще на 2 барбершапа хватит. Владислав, держи 5. Классно. Классное полотенце. Так, ну а сейчас уже пошли, наверное, бриться. Что у нас есть? Вы, наверное, обратили внимание, у нас тут небольшие нововведения. Что из всего этого получится, я еще не знаю. Будем разбираться вместе. Но если формат зайдет, мне не трудно. А если вам приятно, то будет хорошо. Я пошел на это, долго думал, ломал голову, как это сделать, потому что вот эта сторона, вы ее не видите. Мне приходится все время как-то там вот буквой ЗИЛ выгибаться. Я думал, как это сделать, чтобы вам было удобно. Ну, при всем при том, чтобы я еще не пострадал. А то пацаны там бахи, как ты че, с закрытыми глазами, опаской, ну ты, блин, нельзя. Ну, вот так вот хотя бы можно будет, вот как-то так можно будет. Ребят, ну я помазок уже понял. Понять, заходит вам помазок, не заходит. Не нужно им бриться неделю, 5 месяцев. Чтобы сыпется, не сыпется. Вот неделю, 5 месяцев, да, это можно. А заходит, не заходит, это вы с первого движения сразу поймете. Чуть-чуть намочил. Посмотрите на пену. Ну таки это пена. А как пахнет.
Хоть Александр со Стасом и написали, что вот, давай там совместите свой анниверсарий, потому что там вот в свое время она там что-то там, были по нему какие-то вопросы, шум произвело. Ребят, я специально не читал эти темы. Да, я понимаю, с одной стороны, это было бы неплохо так типа подготовиться, а потом бы из себя умного курсить, я вот в курсе, я в теме. А с другой стороны, если я этого не делаю, то я это все свежо воспринимаю. Понимаете, вот как я вот такой вот простой обыватель и есть. В конце концов, ну, так же интереснее. Ну и давайте бриться. Рука чуть-чуть мокрая. Ну, середина скользит, как и на его черном афростанке, или как его там, черном станке. Ну, насечка чуть-чуть держит. Ну, подскальзывает, подскальзывает. Давайте посмотрим. Да пока нормально. Остается. Ну, там, где вот эту вот я штуку оставлял, это получается, ну, грубо говоря, недельная щетина. Ну вот, недельную щетину снес и даже не чирикнул. Запах не растерялся. Из чаши по-прежнему не берем. Лицо чуть-чуть мокрое, поэтому помазок даже не мочу. Помазок приятно работает. Причем во всех режимах. Хребет-то есть, конечно, есть, не без этого. Но хребет не тот, который вам будет, знаете, как бельмо в глазу. Блин, куда тебя девать, ты меня достал уже. Нет, нормальный хребет, такой правильный хребет, наш хребет. Вань, попробую совладать с новой штучкой. И еще одна причина, почему я сделал, потому что сейчас буду около носогубной вот эти вот области проходить. И там будет очень хорошо видно, как я это делаю. И мне это за все годы, что я бреюсь, ни разу, ни малейшего шанса не дало располосовать губу. Вот, возможно, тебе все-таки технику-то нужно пересмотреть. Вот как ты так там, знаете, хитрым винтом проходишь, что ты губу цепляешь. Вот попробуй пересмотреть свою технику бритья. Ну, середина. Сделал, у меня сейчас вот эта часть полностью вся чистая. У меня осталась верхушка. Что? Опять станок выходит так, что я в принципе губу-то располосовать не могу. Нижняя часть. Что, посаживается, что ли, или что? Интересно, девки пляшут. А здесь нет.
А здесь, да. Пока непонятно. И опять смотри, середина. Не пойму, что с водой что ли что-то нету или что? Ну, во-первых, лицо у меня сейчас полностью сухое. Так чуть-чуть залипает. Знаете, вот того влажного скольжения нет. А давайте-ка, знаете что? Давайте проверим. Давайте я сейчас вот децл водички возьму, еще в чаше поработаю. Ну, не может быть, что пена так быстро садилась. Воды мало. Ну, это да, это может быть. Плюс на лице ее было мало. Я ее по-сухому развозюкал. И в самом начале, когда сбивал, мало воды было. Вот это да, это может быть. Ну, смотрите, сейчас всего лишь чуть-чуть добавил водички. Никакого забора, ну, в смысле, там мыло прилеплено, забор автоматически идет, это понятно. Но, тем не менее, во что все это у нас превратилось? Вот, смотрите. Да, воды мало, еще маленечко добавлю. У меня кусочек мыла-то там на донышке лежал. И, по сути, я уже не в чаше сбивал. А каждый раз воду не добавлял, а возюкал. Может быть, вот таким макаром я и мыло-то перебрал с недобором воды. Ух ты, моя лялечка не сидится и на месте прыгает. Угу. Воды не додал. Но смотрите, совершенно другая картина. Но мне кажется, вот эта пена уже не будет оседать. Так-то разобраться. Ну давайте посмотрим. Чистенький бильярдный шарик. В проблемных местах кое-что пооставалось. Мыло как такового, я его чувствую много на лице. Сейчас руку намочу, смотрите. Ну, нет, пена не поперла, но я ее чувствую. Той самой скользкой пленкой, которая нам нужна для того, чтобы скользил станок. Угу. Есть.
Остались только проблемные места, сейчас их пройдем. Ну все, можно на свиданку идти. А что же у нас с чашей по мазкам? Внутри все нормально. Все-таки я ее с водой маленечко зажал. С помазком тоже все нормально. Если полностью все из помазка вытащить. Хорошая, отличная пена. Воды я мало дал. Угу. Вот она, красавица. Ну все, споласкиваемся, и автошейв. Ребят, вот этот штук, ну, есть о чем сказать. Есть. Вообще, когда мы с Худисовым переписывались, все, что было, это он говорит: Вадим, дай адрес, я тебе пришлю годное полотенце. Не было каких-то, знаете, там оговорок, что это какое-то специализированное, там, специально для бритья, там какой-то фирмы, там вот это вот все. Нет, об этом даже разговора не было. И я, честно сказать, удивился, когда увидел, что это обыкновенное махровое полотенце, там комбинация донецкого комбината, то есть как-то... Как? Я думал, специальный какой-то будет. А это обыкновенное, простое. И когда пошли на бритье, я до конца даже не знал, что там будет-то. Вообще, как оно себя поведет. То, что потом последовало, принесло ясное понимание того, что, хлопцы, вот со всеми вот этими вот специализированными вещами, я имею в виду полотенцами, если у вас есть желание, да, конечно, берите, пожалуйста, без проблем. Но вполне себе вы можете это дома найти. Или в соседнем магазине, или в соседнем супермаркете, в текстильном каком-то магазине. То есть я все к тому, что вот это не обязательно будет хуже этого, а это не обязательно будет лучше этого. То есть по одежке протягивая ножки, ты можешь делать и так, и так. Вот это ничуть не хуже, но при соблюдении определенных правил, какие я уже сам для себя-то точно знаю. Первое, это нужно обязательно состыковать размеры, потому что вот, например, вот мои хохотально-агрегатные вот эти состояния, которые есть, они явно меньше того, что может предложить полотенце. И здесь двух гарных хлопцев наподобие меня можно завернуть еще и место на третьего. Так, а почему я про третьего сказал? Праздники кончились. Короче, оно большое, парни. Для меня явно надо меньше, и я бы его располовинил. Понимаю, что как-то там можно челму сделать, накрутить, но вот будь оно меньше, мне было бы удобнее. И второе, кроме размеров, ребята, когда берете новое полотенце, прежде чем его пустить на себя любимого, нужно его постирать. Вообще, в принципе, все нормальные женщины так и делают. Когда что-то нам покупают, они обязательно постирают, потом нам дают. А вот тут я проявил самостоятельность и не сделал этого. В чем, собственно, и был наказан, потому что вот море этой розовой жидкости, ну, не знаю, тут на лице-то не видно, но все равно линяет. Вот две вещи, в остальном ограничений нет. Это обалденная, шикарная махровая тряпочка для бритья, особенно после микроволновки. Вот представьте, открытый космос,
Людей носило где-то там за 1000 там, световых лет, вообще вот они стоят домой, все. И вот он прилетает на свою родную космическую станцию, и вот он ее уже видит, но он еще не рядом, он все еще идет. И тут хлобысь, он подходит вплотную, и стыковочные замки так щелкнули. И знаете, как вот все сложилось, и ты уже понимаешь, что да, действительно ты дома. Вот когда я опустил голову вот в эту станцию свою родную, и стыковочный узел щелкнул, мне было так хорошо. Я припарковался, я отпарковываться не хотел, но реально там объем, и объем рулит. И ты в мягком нокауте плаваешь, хорошо, просто хорошо, обалдеть. Владислав, спасибо еще один раз. То есть я тебя услышал. Не обязательно хорошее специальное. Простые вещи тоже бывают хорошими. Вот это я хотел вам донести, ребята, и никогда об этом не забывайте. Это из той же серии, что можно скатал купить за 1000 рублей, а можно чашку пойти за 200 взять. То есть у вас всегда есть выбор. Как поступить, решаете только вы сами. Давайте уже автошейвиться. По запахам, я думаю, что компания Варисин, куда столько-то? Я думаю, ни у кого никогда не возникало, потому что я вот впервые встречаю такую компанию, у которой столько разнообразных запахов. Хорошо. Просто хорошо. Ребята, эту жидкость приятно наносить, и куда бы вы ни мазанули, мне в любом случае, я знаю, что это приятно, это не навредит. Мне понравилось состояние кожи после того, как эта жидкость, вот этот вот автошейф от Варисина, когда он высыхает, мне нравится вот это состояние кожи. Она какая-то кожаная. Ну, блин. Ну вот я бы хотел, чтобы она всегда была такой, скажем так. То есть не вот ты, уже такой свяленый, кожаный такой. Ты ж, братан, ты что, тебе сколько лет? Боли, нет, да, ну полтос, ну и что? Что-то вот такое, знаете, вот. Она какого-то бодрячка включает. Плюс при всем, при том, она еще очень приятная на ощупь. Не в том смысле, что вот ты сидишь, вот и тебе приятно себя трогать, а в том смысле, что ты после бритья, у тебя частенько бывает, тут что-то не так, а вот здесь я лучше не буду касаться, потому что, там вот вообще, опа, сейчас вот, ну ладно, скоро пройдет время, заживет. Нет такого. Ты где, как хочешь, проводишь, тебе по кайфу, тебе хорошо. Для себя сделал выводы, что те автошейвы, которые компания делает, они на самом деле работают, на самом деле успокаивают. И слава мне, вот прямо вот на мою, вот повезло, они с автошейвом, просто подфартило. И вот не было бы автошейва, я думаю, тот же самый вот комбинейшн, который вот здесь вот есть, он был бы вкусный, да, был бы хорош, тем более компания умеет работать с запахами, но все равно не было бы того фана. А тут, знаете, вот какая-то вот такая вот дрочевость легкая. Ну, чуть-чуть поменьше. Вот в этом, может, я уже привык. Мне показалось меньше, чем у Шипра. Но все равно она есть. И она продирает в должным образом, в должном прям размере. Мне понравилось. Я не совсем понял, как они их сами-то различают. Потому что вот давеча накануне ко мне в ВК обратился один человек и говорит: слушай, Вадим, говорит, вот мне интересно 4 линейки Варисина, ну и фотографию сбрасывает. Вот скажи, какой лучше пахнет? Он говорит, вот сколько вот я тебя смотрю, у нас примерное сходство по запахам, вот ты что думаешь? Я говорю, так а что ты паришься? Он говорит, к Лехе Шабалину пошел, там взял пробников, да и копейки стоят. Ну и выбирай сам. Он говорит, абзац, нету, смели все нафиг. Ну ладно. Хорошо, нашел я те 4 штуки, за которые он говорит, айда нюхать, и вот тут-то, блин, парни мои, я в ступор-то и встал, потому что мне нравится все. Потом усилием воли сжал вот так вот все и стал уже как-то так поподробнее внюхиваться. Да, что-то выделил там получше, что-то на второе место с трудом, но на второе место оттеснил, что-то на третье. Ну как я не крутился, на первом месте у меня все равно 2 линейки оказалось.
Потому что все запахи годные, реально годные. Вот так вот работает компания. Мало того, что по химическому составу продукт сам по себе зачетный, потому что, ну, я не знаю, если он у кого-то будет вызывать аллергию, то так нельзя сказать. Но у меня, слава богу, этого нет. То есть мне химический состав подходит, как работает это с кожей. О, зачет. И плюс, вот знаете, вот просто вот добить решили, взяли еще все шикарные запахи подобрали. Просто бомбезные. Обалденные. Провокаторы по полной. Вот, все, он высох. Он высох. Гладенькая. Ну, вот я сейчас не пойму вообще, кого я глажу. Или это какая-то вот маленькая вот человеченка там годовалая. Вот ползает, я где вот он быстро ползает. Я его хлоп, как успел, за что погладил, вот там вот и успел. И не пойми где, то ли это была попка, то ли это была голова, то ли плечика, то ли спинка, то ли еще что-то. Вот такая кожа. Ребята, да это офигеть. Парни, говорите все, что хотите, но мне автошейф от Варисина реально нравится. Годно. Давно я не встречал вот таких автошеев, чтобы они после себя вот такую кожу оставляли. Может быть нейтральная, просто твоя кожа, как ты ее всегда привык видеть. Может быть нейтральная чуть-чуть с подтягиванием. Ну тут разные варианты. Может быть ты, если камешком пользовался, его до конца не смыл. Может быть у тебя кожа вот на эту химию автошейва так реагирует. Ну конечно же это неприятно. Ну есть как с этим бороться. Там взял еще чем-то побрызгал, помазал, да и все. Есть такие, что прям реально вот так вот в гуску тебя стягивают. И ты вот такой вот весь ходишь. Это самое для меня неприятное, потому что я это состояние терпеть ненавижу. Меня вот, знаете, охота снять эту, выкинуть чертовой матери. Верните меня прежнего. Ненавижу, когда кожу стягивает. Я, конечно же, сразу начинаю с этим бороться. Бывает липкость. Не до конца они высыхают, что-то остается. И вот так вот ты не прилипнешь. Ты как присоска на стекле болтаться не будешь. Но вот каждый раз, когда ты прикасаешься, ты понимаешь, что вот легкая испаринка есть, легкое залипалово какое-то все-таки ощущается. Возможно, ты даже одежду не поцарапаешь, вот, когда так лосьон, в смысле не замараешь, когда так лосьон работает, но мне все равно это не нравится. Вот есть, нравится, не нравится, вот это мне не нравится. А здесь же да блин, это классная кожа. Шелковая, бархатистая, без всяких залипаний, без всяких прилипаний. Нигде никаких ничего, ни сучка, ни задоринки. Сухости тоже нет. Я ее вообще никак не ощущаю. Классно. Фу. Харе дифирам бы петь, ребята. Если кто-нибудь когда-нибудь возьмет вот такой противопоказание одно. Смотрите индивидуальную непереносимость. Потому что, мало ли, вдруг у вас кожа такая, что вот на вот эти вот компоненты, которые там есть, у вас там что-то там. Хотя я тоже не думаю, что в компании-то дураки сидят, наверняка они там что-то думают на эту тему. Ну и плюс, конечно, запах. А с запахами Варисина это просто обалдеть. По запахам они для меня где-то стоят примерно с лакситаном. То есть вот эти вот тонкие, эфирные, воздушные, как знаете, как вот какое-то вот облако розовой субстанции, которая так, знаете, вот колыхалась на каком-то цветке, потом бомс отделилась и легко вот так вместе с парами восходящего теплого воздуха поднимается вверх, а там вот подаль еще один пузырик, еще, и ты вот стоишь, и вот это все вокруг тебя, как одуванчики розовые, все разлетается, и ты просто думаешь, твою мать, куда я попал, вот как в сказку попал. То есть вот такое все легкое, такое изящное. Это мир круассанов и кофе. Это мир того же капучино на веранде какого-то маленького кафе утром. И когда солнце не в глаза тебе бьет, а где-то рядом и греет часть твоего лица, тебе просто приятно и хорошо. И с одной стороны прохлада в тени, с другой стороны вот этот теплый солнечный зайчик тебя греет, а у тебя в руках чашка хорошего кофе. Просто офигеваешь. Просто вещь, однозначно вещь. Просто супер. Мыло. После этого обзора, сейчас начну паковать, идет к ребятам не только мыло. К Стасу Александру идет 2 мыла, 2 автошейва от Варисина, 2 станка, 2 помазка. Плюс ко всему еще огромная рахмат мерси алейкум Александру за то, что он взялся и подписался на Табаско. Паска тоже туда уйдет.
Не случайно собрал столько всего много, потому что не так вот часто я на Украину что-то посылаю. Я подумал, что 2 раза не вставать, так чего уже, так уже пацанам там тырц. Но они тем более рядышком, там могут друг дружка меняться, там, и глядишь, этот свою точку зрения выразит, этот свою, поэтому вот это вот все и собрал. Мыло по запаху не самое лучшее, там есть, которые мне понравились больше. Но тем не менее из общей канвы не выбивается. Все равно это та же самая варисина, которая кружит, чарует, показывает какие-то воздушные замки, зовет свою страну и говорит: слышь, пойдем, да, брось нафиг, вот ко мне пойдем, смотри, как у меня здесь хорошо. И ты как овечка, вот так, знаете, как вот Ганс на дудочке, тырин-тырин-тырин, а ты как крыса, эй, чиз, вот. И вот идешь за ним, нравится, потому что идешь, классные, молодцы. Еще раз огромное спасибо Лехе Шабалину за то, что дал возможность познакомить вот с такими вещами. Ну и прям варисина, конечно, удивили. Очень сильно удивили. Совсем расстроила вот эта вот непонятка сегодня с пеной, то, что она стала подседать. Очень сильная подозра, что это я сам, мои кривые руки, и что я ему сухой паек устроил, а он, ну, надо ему мыло-то, воды. Без воды-то как? А вот чуть-чуть воды добавил, и там уже совсем другая песня пошла. По скольжению к этому мылу у меня проблем, претензий вообще нет. Там все в порядке, все хорошо. Запах он не только тонкий, но еще и долгоиграющий. Каждый раз, когда вы будете сбивать пену, у вас будет пахнуть и помазок, и пена на лице. То есть с этим у компании все в порядке. Что касается подскольжения, пока не было воды, вот тут затруднялся я сказать, потому что когда я проводил станком, у меня вся сторона была сухая. Ну какое там подскольжение? Все, абзац, Алис, капут, приехали. Как только водички маленько добавил, картина кардинально поменялась. То самое скольжение, которое я каждый раз жду хорошего мыла, оно да, было. Но, скажем так, вот помните, когда руку намочил, стал возюкать, пена не пошла. Не пошла, но скольжение было. Возможно, это не пятак. Ну уж 4 с плюсом-то точно. Потому что мои кривые ручки-то еще никто не отменял. Возможно, все-таки надо водички-то побольше было дать. Вот интересно, что вы об этом думаете, в комментариях было бы интересно послушать. В общем и целом, вот этой линейки, ребят, скажу так, вот то, что я сказал, делите на 2. Это моя личная точка зрения, мое имхо. Но я заранее вас предупреждаю, потому что вот все варисины, которые я уже попробовал, зашли так, что я с трудом себя удерживаю, чтобы не пуститься в дифирамбы. На самом деле зашли хорошие штуки, что мыло, что лосьон. Поэтому в моем личном понимании вот пятак однозначно, плюс пару баллов еще за ароматы. Просто ароматы неординарные, они выбиваются из общей канвы и они приятны. Это не барбершап, это что-то такая какая-то возвышенная, так, романтическая леди, но она приятная, она не отвращает, не впадает в сладость и в какой-то такой ультрамарин, который тебе будет шторки вешать, и говорит: вообще, вы чего тут? Нет, такого нет. Вот за это отдельно 2 балла. Так, помазок. DS Cosmetics, синтетика. С ручкой под слоновую кость или под рог. Выберите, нужно подчеркнуть. Чем мне этот помазок сразу приглянулся и почему именно сегодня я его на обзор пустил? Потому что после этого обзора я хочу его запузырить к Роману на обзор. Не знаю, он смотрит, не смотрит мои видео, но если смотрит, Ром, отзовись, вот к тебе он и поедет. Он отличается от всех тех помазков, что он посередине. Он не с правого краю и он не с левого краю. Левый край для меня это Fine. Этот волосы ангела, потому что он самый мягкий, который я встречал, самый нежный и ласковый. А этот получается между обычной синтетикой и между тем. Чем же он так себя зарекомендовал, что именно на ту позицию его поставил? Верхушечка, ребята. Колонок приятный. Чуть-чуть он до файна не дотягивает, но уж во всяком случае он где-то на 10, 15, 20% помягче всего того, что пришло от компании. Плюс у него, несмотря на то, что вот этот ворс волнистый, он не такой вот дубовый, как вот на предыдущих, и который вот я вам уже показывал, а он мягче. Мягче, но мягче не до сопли, а мягче до приятного, комфортного использования, несмотря на то, что можно было бы его заподозрить в том, что он вот так вот поползет, а мягкий. Нет, стержень-то есть. Но стержень какой-то интересный.
Вы понимаете, вот за все мое время, что вот я встречал помазки со стержнями, у меня туева куча помазков к стержням, которых у меня конкретные претензии. Тот же самый Эпсилон и же с ними. То есть там не стержень, там, знаете, ну, представьте себе лоза, а в центр лозы железяку лом воткнули и сказали: слышь, братан, иди мети. Ты как не мети, а ты этим ломом метешь, лоза там не доходит. Вот такие стержни. Вот к ним у меня вопросы. К этому стержню у меня нет вопросов. Он легко уходит и пускает работать весь помазок. При случае вы его можете, как выкидуху, выпрямить и работать спокойно кисточкой. Вот этой мягкой, нежной, обалденной кисточкой. Помазок непроходной, помазок интересный. В любом случае достоин вашего внимания. Брать, не брать, решайте вы сами. Но если возьмете, я думаю, качество этого помазка, его работа вас не расстроит. Стоимость я его еще не смотрел, посмотрю при рендере. Не думаю, что он дорогой, но, скажем так, если бы у меня вот в хозяйстве такой помазок остался, да я бы я бы даже не расстраивался, я бы рад и был бы. То есть, вот, не, ну конечно, что это за 6 баксов, ну я согласен с вами. Здесь мягче, да, здесь колонок получше. А здесь он не колкий, он не тверже, он как-то более конкретный, что ли. Здесь мягче, а здесь более конкретный такой, я иголочки чувствую, не колятся, но себя показывают. Приятно, хорошо. Не, ну, здесь да, здесь он помягче. Здесь набивка, монолит лучше чувствуется. Здесь он чуть-чуть послабже. Ну вот, исходя вот испробовать вот так, я бы сказал, вот, он должен стоить половину дешевле. При всем при том, это рабочий, хороший, и он точно в работе пригодится. Это не та фигня, которая будет болтаться на полке. Нафиг я его взял вообще. Это рабочий, он работать будет. Вот, ребята, это что касается помазка. За станок. Но не удивили, в принципе-то это аналог черного. И по весу, и по конструктиву, и по внешнему виду, кроме, конечно, того хрома, который они сюда нанесли. Но держать вот этот хуже, чем черный. Подскальзывает и изрядно. Не будет особых проблем, если вы будете квасец использовать, тогда он будет сидеть как влитой. Но если без него, даже без мыла, просто вода, уже начинает скользить. С мылом, ну там не кусок мыла, но все равно подскальзывает, и это вносит все-таки некоторую такую сумятицу в чувство. Хотелось бы не думать об этом, вот о таких мелочах, а просто реально получать удовольствие. Вот маленечко отвлекает, убирает в сторону. Что же до самого конструктива, его ходовых качеств, ребята, это годное, завершенное изделие, которое бреет около R89 диапазоне, но гораздо интересней. Мне кажется, что за счет того, что вот он полностью металлический и тяжеленький такой, вот это, наверное, как-то дало. Хромовая версия полностью подтвердила ходовые черного. Черный мне заходит больше, он мне больше нравится за счет того, что он, во-первых, он больше на ружье похож. Ну, я чувствую, что или пестик, или автомат, или карабин, что-то вот такое в руках держу. Ну, плюс, опять же, он скользит меньше. Вот, наверное, из-за этого. А это, хромовый, мы хромовых станков не видели, да, полно, навалом. Ну, да, хромовый, да не удивили. Нормально, хорошо. Если бы выбирать между черным и хромовым, я бы, конечно, взял черный. А по бритью они совершенно одинаковые. Для новичка более чем зачетное изделие. Если выбирать между R89 и этим станком, ну вот сегодняшней своей колокольни, вот как у меня вот сегодня, вот так вот там внутри, и как звезды сошлись, но я бы вот такие взял, черный, не хромированный. Мне он нравится больше. Все-таки с 89-м время от времени вопросы возникают. Я брился им всего тем один раз, этим один раз. Могу ли я так говорить? Ну, думаю, что нет. Вот если бы я погонял еще на нем хотя бы пару-тройку раз. Вот все, что я сейчас сказал, это на основе всего лишь одного бритья. Вот такое вот он подарил бритье. Хлопцы, извиняюсь, тут прервалось маленечко, батарейка села. Хороший, интересный станок. Лезвие Ли. Как-то они для меня во всем средние. Не шибко острые, не шибко тупые, не мягкие, не агрессивные. Просто лезвие. Специально за них заморачиваться, чтобы их взять,
Ну, при условии, что у нас есть те же самые РПЛ или все вот эти лезвия, которые мы можем сейчас пойти взять, да какой смысл? Есть куча других лезвий, которые гораздо легче достать, чем вот это вот. Ну, вот, пожалуй, что и все. На этом давайте прощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. Ну и да пребудет с вами добрая сила влажного бритья. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока.